Ребятки, всем еды! Сегодня мы поговорим о 5 ошибках, которые допускаются во время приготовления великого салата оливье. Я думаю, что в нашей большой стране не найдется ни одного человека, который не знает такого салата, как оливье. Но каждый готовит его по-разному, и каждый придумывает абсолютно разные ингредиенты для него. Но какие же правильные ингредиенты на самом деле? Итак, ошибка номер 1. Первая ошибка заключается в составе. Состав должен быть идентичный тому, который придумал автор. Иначе это уже не будет именно то блюдо, о котором говорил сам автор. Сам Оливье считал, что в салате должно быть максимум 5 ингредиентов. Потому что большее количество ингредиентов это уже каша, и распробовать вкусы каждого из ингредиентов практически невозможно. Еще во время придумывания этого салата Оливье учитывал любовь Строганова к мясу, и поэтому в этот салат изначально входила отварная говядина. Ну а остальные ингредиенты вы, конечно же, знаете. Это яйца, горох, огурец соленый и картофель. В Советском Союзе, как правило, с развитием пищевой индустрии начался этот салат видоизменяться. Мясо заменили на вареную колбасу, начали добавлять для объема морковь, репчатый лук. И все это начало называться совершенно другими названиями. Например, с вареной колбасой салат назывался уже салат столичный. Но в народе, как правило, остался он оливье. Соответственно, так как вкусовые предпочтения у всех разные, я тоже сделаю замену и заменю говядину на курицу. Ошибка номер 2. Ко второй ошибке я отнес варку овощей. Зачастую люди не знают, как правильно нужно варить овощи. Прежде чем начать варить овощи, их нужно обязательно вымыть, очистить от всего песка и грязи, которые есть на картофеле, моркови, либо свекле. Не суть важно, что вы варите. Мойте овощи под проточной водой как можно тщательнее. Можно даже воспользоваться другой стороной мочалки. Для чего это надо? Это нужно для того, чтобы когда варится ваш овощ, он во время варки может лопнуть и забиться трещина. Если трещины, образованные во время варки на овощах, забьются песком, вымыть из них песок практически невозможно. Придется либо очень сильно обрезать, либо во время нарезки песок попадет в салат. Даже если вы берете мытые овощи, не поленитесь, помойте их еще раз. Ошибка номер 3. К третьей ошибке я отнесу все-таки яйца, а точнее как их варить. Практически каждый знает, что для того, чтобы хорошо чистились яйца, воду нужно посолить. Но проблема в том, что никто не знает, как сильно ее нужно солить, и добавляют щепотку соли на целую кастрюлю воды. И как правило, этот метод не работает. Работает этот метод в том случае, если вы положите 2-3 столовых ложки соли на литр воды. Тогда в соленом растворе этот метод будет работать. Но вы не учитываете тот фактор, что когда яйца лопаются, они вбирают в себя эту соль. И нужны ли вам соленые яйца? Лично я для варки яиц соль не использую вообще. Мой метод заключается в следующем. После того, как мои яйца сварились, я сливаю горячую воду и в кастрюле начинаю колыхать яйца. Таким образом разбивается шкарлупа. В связи с тем, что по физике шкарлупа расширяется сильнее, чем само яйцо, а белок, наоборот, сворачивается, сужается, между ними происходит воздушная оболочка. Эти битые яйца я ставлю под кран с водой до тех пор, пока яйца не остынут. Что в таком случае происходит? Вода под давлением из крана заходит в трещины яичной шкарлупы и проходит под пленочку между шкарлупой и самим яйцом. И таким образом яичная шкарлупа отделяется от самого яйца достаточно легко. Прежде чем продолжить нашу рубрику, я хочу вам рассказать о одном интересном факте. Вы слышали о том, что у растворимого кофе нет кофеина? Вы спросите меня, а как же так? Переходите на Альтер кофе. В нем всегда есть кофеин, так как это натуральный кофе, без извлеченного кофеина. Приобрести подобный кофе вы можете по ссылочке в описании ниже.
Ну а если вы хотите выиграть целый ящик этого кофе, переходите по ссылочке сюда. Ошибка номер 4. К четвертой ошибке я отнес подбор продуктов и форму их нарезки. К подбору продуктов к вашему блюду это самая главная составляющая. Да, конечно, на вкус мяса, картофеля либо яйца вы не можете повлиять, но вы можете повлиять на вкус соленых огурцов, которые в принципе могут своей невкусностью испортить вам весь салат. По поводу огурцов, конечно, советую вам использовать огурцы своей мамы, а точнее быть моей мамы, они реально вкусные. А вот если у вас нет возможности использовать огурцы моей мамы, то я вам советую поэкспериментировать с огурцами, попробовать того или иного производителя и уже определиться, какой производитель для вас более подходящий для этого салата. Что касательно нарезки, то в этом случае самым главным является горошек. Так как его мы не режем и в принципе нет смысла его резать, мы ориентируемся на его размер и подгоняем все остальные овощи, нарезая их кубиком, под размер горошка. В этом случае вам очень поможет сеточка для нарезания овощей. Она приблизительно схожа по размерам с горошком, и это будет тоже достаточно хорошим помощником. Помните, как бы странно это ни звучало, но форма нарезки очень сильно влияет на вкус продукта. Я думаю, что хватит болтать, пришло время и немножко поготовить. Но пока будут вариться наши овощи, нужно будет выпить чашечку ароматного кофе от Alter Coffee. Готовьте с удовольствием. И вот наш салат готов. Осталось теперь дать ему настояться, и можно подавать его для дегустации. Вот мы плавненько подходим к ошибке номер 5.
Пятую ошибку я считаю, несмотря на всю ее банальность, самой страшной. Ужас этой ошибки заключается в том, что люди не превращают свой ужин в праздник, и поэтому для них походы в ресторан это является праздником. Оформите свое блюдо, подачу для всей своей семьи максимально красиво, эффектно, и тогда походы в ресторан не будут такими радостными и долгожданными, а еда дома будет гораздо веселее и бодрее. На самом деле, абсолютно любой человек в первую очередь кушает еду глазами, а потом уже языком и желудком. Еда должна выглядеть очень красиво даже дома, и я постараюсь вам в этом помочь. Для красивой выкладки нашего салата нам понадобится формовочное кольцо. А для того, чтобы сделать формовочное кольцо, нам понадобится фольга и степлер. Ну а если по какой-то причине у вас не оказалось фольги дома, вы можете ее всегда заменить пергаментной бумагой. Я думаю, что рассказывать о том, какое оливье на вкус, не стоит. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Не забудьте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее мое видео, так как в следующих моих видео будут розыгрыши, а также много всего интересного и полезного. И не забудь поставить мне дизлайк, если ты сможешь лучше.